Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить шоколадный бисквит. Бисквит очень вкусный, нежный, насыщенно шоколадный, при этом воздушный, отлично держит форму и после выпечки не опадает. Идеальный бисквит для любителей шоколада. Бисквит самодостаточный, к нему можно ничего не добавлять, он вкусный и сам по себе. Есть только один минус у этого бисквита, он такой вкусный, что так и хочется съесть еще кусочек. Ингредиенты рассчитаны на бисквит диаметром 18 см, высотой 6 см и весом 650 граммов. Давайте приготовим. Для украшения бисквита сверху приготовим шоколадные капли. Для этого растопим в микроволновой печи или на водяной бане 10 граммов шоколада с содержанием какао 50%. Выдавим капли на пергаментную бумагу и уберем в морозильник, чтобы они застывали. 85 граммов шоколада с содержанием какао 50% измельчим небольшими кусочками. Примерно вот такими. Этот шоколад мы будем добавлять в тесто. 40 граммов или 4 столовые ложки растительного масла нагреем в микроволновой печи в течение 1 минуты. В горячее растительное масло добавляем 40 граммов или 4 столовые ложки без верха просеянного какао. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем половину теплого молока. Всего нам понадобится 80 граммов или миллилитров молока. Перемешиваем, масса сразу сгустится и соберется в комок. Добавляем оставшееся молоко. Перемешиваем до однородного состояния. По консистенции масса будет как растопленный шоколад. Оставляем шоколадную массу на столе, в тесто вводить ее будем в самом конце. Сейчас уже можно включить духовку нагреваться до 170 градусов. 4 яйца комнатной температуры надо разделить на белки и желтки. К желткам добавляем щепотку соли. Перемешиваем. К белкам тоже добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать белки на минимальной скорости миксера. Когда белки взобьются в пену, увеличиваем скорость миксера до средней. И в 3 этапа добавляем к ним сахар. Всего нам понадобится 120 граммов или 6 столовых ложек без верха сахара. Когда сахар полностью растворится, постепенно увеличивая скорость миксера до максимума, взбиваем белки до устойчивых пиков. Вот до такого состояния надо взбить белки. Вливаем растертые солью желтки. Аккуратно круговыми движениями перемешиваем до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса станет однородной, достаточно. Просеивая добавляем 120 граммов или 6 столовых ложек без верха пшеничной муки. При желании, если не уверены, в муку можно добавить 1 чайную ложку, это 5 граммов разрыхлителя для теста. Я не добавляю. Аккуратно перемешиваем. Круговыми движениями снизу вверх до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса станет однородной, достаточно. Перемешаем остывшую шоколадную массу. Добавляем немного теста в шоколадную массу. Перемешиваем круговыми движениями до однородного состояния. Еще немного теста. Также перемешиваем до однородного состояния.
Добавляем столько теста, чтобы масса не была сильно жидкой или сильно густой. Вот такого состояния должна быть смесь. Она должна медленно стекать с лопатки. Переливаем смесь в тесто. Перемешиваем аккуратно круговыми движениями до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса станет однородной, достаточно. Масса должна оставаться воздушной. Добавляем половину измельченного шоколада. Круговыми движениями аккуратно перемешиваем. Добавляем оставшийся шоколад. Также перемешиваем. Я выпекаю бисквит в разъемной форме диаметром 18 см. Дно и бок формы закрываем пергаментной бумагой. Медленно переливаем тесто в форму, даем возможность выйти большим пузырькам воздуха. Вставляем в центр палочку до дна и, не отрывая от дна, рисуем палочкой спираль по часовой стрелке. Таким образом, также даем выйти большим пузырькам воздуха, чтобы бисквит был мелко пористым. Аккуратно постучим формой об стол, чтобы вышел воздух. Сверху украшаем каплями шоколада. Убираем выпекаться в заранее разогретую духовку. Выпекаем при температуре 165 градусов 1 час. Пока бисквит выпекается, духовку открывать нельзя. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем в середину, так как середина пропекается самой последней. Если палочка выходит сухой, значит бисквит готов. Также у меня на канале есть рецепт очень вкусного, нежного, воздушного, можно сказать идеального бисквита, который прекрасно режется и никогда не опадает. Бисквит вкусный сам по себе, а также отлично подходит для приготовления бисквитных тортов. Бисквит очень мягкий, легкий, буквально невесомый. При этом не сухой, и если вы будете готовить из него торт, то коржи можно при желании не пропитывать. Ссылку на рецепт я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Готовый бисквит достаем из духовки и пару раз ударим формой об стол. Освобождаем бисквит от формы и убираем пергаментную бумагу. Перекладываем бисквит на решетку и даем остыть ему до комнатной температуры. Бисквит действительно очень вкусный сам по себе, его можно просто есть без ничего. Советую вам его приготовить, мне очень нравится этот бисквит, надеюсь, он понравится и вам. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.